ухвачу за хвост. Тема нашего сегодняшнего выпуска – щука. Мы выбрали 13 наиболее важных и интересных, на наш взгляд, вопросов по щуке. Ответ на каждый вопрос у нас будет занимать около 2 минут. Щука – это крупная хищная рыба, обитающая почти во всех пресноводных водоемах средней полосы. Длина щуки может достигать почти 2 метров, а вес – 30 килограммов. Рыболовы ловят щуку уже более 300 лет. С появлением в конце 20 века современных снастей и оригинальных методов ловли охота за щукой стала еще более спортивной и интересной. Вопрос номер 1. Чем интересна ловля щуки? Мясо у щуки довольно-таки костистое, постное и не сказать, что вкусное. Особой кулинарной ценности щука из себя не представляет. Тем не менее, ловить эту рыбу очень и очень интересно. Щука оказывает очень сильное сопротивление на вываживании и борется, что называется, до конца. Среди всех пресноводных рыб щука является одним из самых крупных и спортивных хищников, которые обитают в средней полосе. Превосходит щуку только сом. Большинство западных коллег уже давно используют при ловле щуки принцип «поймал, отпусти». Это очень грамотный принцип, и нашим отечественным рыболовам есть чему у своих коллег поучиться. Чем больше рыболовов будет отпускать всю пойманную щуку обратно в водоем, тем будет интереснее ловля этой рыбы, а вероятность поймать трофей значительно увеличится. Вопрос номер 2. Как проще всего поймать крупную щуку? Щуку можно ловить совершенно различными способами. Несомненно, если использовать натуральные наживки, такие как живые или мертвые рыбки, то ловля щуки будет более эффективна, чем если применять искусственные приманки. Дело в том, что никакая искусственная приманка не может сравниться по своей эффективности с настоящей живой рыбкой. Кроме того, щука предпочитает охотиться на крупных живцов. И считается, что нормальный размер живца для ловли щуки должен составлять 1/10 часть ее собственного веса. То есть для целенаправленной ловли щуки весом 10 килограммов живец должен иметь вес 1 килограмм. Это очень крупная рыба. Несмотря на то, что ловля на естественные наживки очень эффективна и превосходит ловлю на искусственные приманки, но, тем не менее, это совершенно не спортивно. Во многих европейских странах, да практически во всех, ловля щуки с использованием живца запрещена законодательно. И если щуку и можно ловить, то только на мертвых рыбок. Если рассматривать трофейную ловлю щуки на искусственные приманки, то тут пальму первенства делят троллинг и джиг. Несомненно, именно эти два способа позволяют наиболее эффективно ловить крупных щук. Но тут тоже нужно обязательно использовать довольно-таки крупные приманки. И вообще те рыболовы, которые сознательно собираются заняться ловлей крупной щуки, они должны использовать мощные спиннинги, толстые плетеные лески, крупные катушки и большого размера приманки. Не каждый рыболов готов посвятить себя ловле именно крупной щуки, но это, несомненно, достойное занятие. Вопрос номер 3. Что эффективнее для ловли щуки, воблеры или колебалки? Этот вопрос из разряда «что сильнее, карате или кунг-фу?». На самом деле и воблер, и колебалка – это грозные приманки, которые эффективно применяются при ловле щуки. Несомненно, существует огромное количество различных моделей воблеров. Воблеры имеют разную степень заглубления, разный вес, разную форму, разную игру. И, соответственно, воблер можно провести в любом слое воды, в котором хочет провести приманку рыболов. Но совершенно то же самое можно сказать и про колеблющиеся блесны. Колеблющиеся блесны имеют разную парусность, разные размеры, разный вес. И их тоже при грамотном подходе можно провести в любом слое воды. Поэтому по уловистости эти два типа приманок примерно одинаковы. Но тем не менее рыболовы заметили одну интересную особенность. В южных широтах все-таки доминируют воблеры. Почему так происходит, сказать трудно. И по мере того, как ловля происходит в более северных водоемах, то тут уже на первые позиции выходят колеблющиеся блесны. Трудно представить эффективную ловлю щуки в Канаде, в Финляндии, в Швеции, на Кольском полуострове без использования колеблющихся блесен. Поэтому
грамотно применяя и колеблющиеся блесны, и воблеры, можно ловить щуку практически везде. Вопрос номер 4. Почему ловля щуки на джерки так популярна? Как известно, джерки – это довольно-таки крупные приманки. По большому счету, это некоторая разновидность воблеров, но только с тем условием, что у этих воблеров практически никогда нет заглубляющих лопаток. Так как на джерки принято ловить в заброс, то если бы джерки имели заглубляющие лопатки, то в заброс выполнять проводку было бы очень и очень сложно. Эти приманки оказывали бы огромное сопротивление на проводке. А так как лопатки нет, то джерк может очень легко играть на рывковых вариантах проводки. И вся игра этих приманок зависит от умения рыболова, от умения выполнять рывки нужной силы и амплитуды. Ловля на джерковую снасть, конечно, требует мощных спиннингов, мощных катушек, толстых лесок. И, в принципе, любой рыболов, который ловит с джерковой снастью щуку, рассчитывает поймать трофей. Нельзя сказать, что на джерке ловится только трофейная щука. Вот на такого размера приманки с легкостью ловятся щуки 2 килограмма весом, 1 килограмм и даже полкило. Шнурки с жадностью порой атакуют вот такого размера джерковые приманки. Немаловажным фактом является и то, что джерковики настолько увлечены ловлей щуки на крупные приманки, что порой отказываются от всех других способов ловли. Настолько это интересно и занятно. Кстати, именно джерковики первыми среди отечественных рыболовов стали сознательно применять принцип «поймал, отпусти». Вопрос номер 5. Какая леска лучше всего подходит для ловли щуки? Вообще щуку можно ловить, используя практически любые виды лесок. Это и флуорокарбоновые лески, и плетеные, и монофильные. Выбор лески все-таки чаще всего зависит от способа ловли. При ловле на джерковые приманки, которые нужно проводить рывковыми методами, которые нужно оживлять при помощи потяжек удилищем, лучше всего использовать толстые плетеные лески, которые имеют нулевую растяжимость. Если же речь идет о ловле на всевозможные поверхностные приманки, на спиннербейты, на бассбейты, на крупного размера волкеры, то тут, конечно, можно использовать плетенку, но все-таки плетенка не всегда позволяет в полной мере раскрыть потенциал поверхностных приманок. И поверхностные приманки чаще всего, лучше всего работают с использованием сравнительно толстых монофильных лесок. Монофильная леска не тонет, и монофильная леска позволяет наиболее полно проявить все возможности, которые заложены в поверхностные приманки. Если же речь идет о ловле на всевозможные крупные силиконовые приманки, неогруженную резину, оснащенную офсетным крючком, и ловля предполагается в местах, где большое количество водорослей, то нет ничего лучше использовать толстые флуорокарбоновые лески с прочностью на разрыв от 17 до 20 либров. Такая леска обладает повышенной абразивой устойчивостью, позволяет качественно засекать щуку, и в то же время она не перетирается о жесткую растительность, как может перетереться и монолеска, и плетенка. Вообще исторически сложилось, что в Европе чаще всего щуку ловят с использованием монолесок. В Америке чаще применяют флуорокарбоновые лески, а по сложившейся традиции отечественные рыболовы больше всего используют при ловле щуки именно плетеные лески. Вопрос номер 6. Во время вываживания щуку лучше брать подсадчиком, лип-гриппом или рукой? Тут все зависит от задач, которые ставит перед собой рыболов. Если он хочет максимально быстро достать пойманную крупную щуку из воды, то лучше всего, конечно, применять подсак. Но, к сожалению, щучий подсак имеет огромные размеры. Кроме того, за сетку подсака часто цепляются крючки наших спиннинговых приманок. И вообще не в любую лодку настоящий крупный щучий подсак может влезть. Поэтому в некоторых случаях можно щуку брать просто голой рукой. Голой рукой щука чаще всего берется за загривок. Но тут нужно учитывать тот момент, что за загривок можно взять щуку весом не более 4 килограммов.
Она берется за основание жаберных крышек, жабры немножко вдавливаются внутрь, рыба извлекается из воды, можно освободить крючок и потом без проблем отпустить щуку. Щука совершенно не травмируется при таком способе взятия. Ни в коем случае нельзя брать щуку за глаза, потому что это чистой воды варварство. И если рыболов впоследствии захочет отпустить щуку, то щука может быть уже покалечена. Если попалась крупная щука, то можно ее взять и голой рукой за жаберную крышку. Нужно брать щуку именно голой рукой не за саму жабру, а именно за жаберную крышку. Когда щука берется, то нужно обязательно аккуратно пальцы просовывать под жабры и ни в коем случае не попасть пальцами в острые щучьи жабры. Можно запросто порезать руку. И взятая за жаберную крышку щука, она прекращает сопротивление, можно ее достать из воды, совершенно не порезать руку и, сфотографировавшись с ней, отпустить ее обратно в водоем. Но гораздо лучше, если уже захочется брать щуку голой рукой под жабры, все-таки использовать специальные защитные перчатки. Такие перчатки бывают и для левой руки, и для правой руки, в зависимости от пристрастия рыболова. Левша он или правша, выбирается перчатка. Такая перчатка уже, если одета на руку, то рука не пострадает от щучьих зубов. Конечно, за пасть щуку брать не стоит. Можно порезать руку, но если берешь под жабры щуку, никогда рука не пострадает. Есть еще один инструмент под названием лип-грип. Это так называемый челюстной захват. Штука, в принципе, хорошая при грамотном использовании, но не стоит пытаться ту рыбу, которую подводишь к лодке, сразу брать лип-грипом, потому что, когда рыба полна сил, она может запросто, когда лип-грип защелкнут у нее на пасти, поломать себе челюсть. К слову говоря, во многих европейских странах лип-грип запрещен как штука, которая может сильно травмировать рыбу. И лип-грип, в принципе, все-таки необходим. Если рыболов хочет сфотографироваться с трофеем, если он хочет безопасно достать щуку из подсадчика, то эта штука, конечно, нужна, потому что с лип-грипом ты не вымазываешься в щучьей слизи, ты можешь красиво сфотографироваться. И самое главное, что когда отпускаешь рыбу, она тебя никогда не укусит за руку. Вопрос номер 7. Меняет ли щука зубы раз в месяц? Этим вопросом мы живо интересовались, просмотрели множество книг, которые написали ихтиологи, общались с ихтиологами. И, к сожалению, ничего, чтобы точно указывало на то, что щука циклично меняет зубы, мы не нашли. Щука может менять зубы. Если у нее сломается один зуб, то на его место неизбежно вырастает новый зуб. Это четко доказано, но, к сожалению, меняет она один зуб или меняет много зубов, сказать никто точно не может. Когда мы ловили щуку в те моменты, когда она практически не питалась, когда ее сложно словить, то мы все-таки замечали, что зубы у щуки шатаются и часть зубов у нее кровоточит. И связано это с заменой зубов или нет, мы точно сказать не можем, но в те моменты, когда щука хорошо ловится, зубы у нее не кровоточат и не шатаются. Поэтому, как дело обстоит на самом деле, со временем, мы надеемся, нам все-таки расскажут ихтиологи, когда разберутся в этом вопросе. Вопрос номер 8. Влияет ли погода на клев щуки? Принято считать, что щука лучше всего охотится при низком давлении и в плохую погоду. Это действительно так. И давайте попробуем разобраться, почему. Когда на водоеме стоит солнечная погода, когда под водой все светло и солнечно, когда нет ветра, то щука всегда предпочитает охотиться из засады. Она стоит в засаде, она прячется в засаде. И по водоему в хорошую погоду сами передвигаются стайки белой рыбы, кормовой рыбы. И щуке нет никакого смысла выходить из засады на охоту, потому что она в хорошую погоду очень заметна для любой рыбы. А вот когда на водоеме становится ветрено, когда пасмурно, когда по воде бегут волны, когда на дне появляются всевозможные зайчики, то, как правило, вся кормовая рыба предпочитает отстаиваться. Она стоит где-то неподвижно, и чтобы поохотиться, щуки сами выходят на охоту. Они сами рыщут по водоему в поисках корма, и именно в этот момент рыболовы видят наибольшее количество поклевок щуки, потому что не нужно попадать рыбе под нос, забрасывать и случайно наткнуться на засаду, где щука стоит. Рыба сама передвигается и сама активно ищет корм. Поэтому
в те моменты, когда дует сильный ветер, когда на улице холодно, дождь идет, когда хороший хозяин из дома собаку, что называется, не выгонит. Именно такая погода для ловли щуки наиболее интересна и наиболее благоприятна. И именно в такую погоду можно рассчитывать на максимальные уловы. Вопрос номер 9. Всегда ли медленная проводка щучьих приманок лучше, чем быстрая? Принято считать, что любая медленно проводимая приманка при ловле щуки более эффективна, чем быстро проводимая. Так очень часто именно и бывает. И попробуем разобраться, почему. Дело в том, что когда приманка двигается медленно, она, проходя мимо укрытия щучьего, находится в зоне действия всех органов щуки дольше по времени. И, соответственно, у щуки есть время на раздумье, схватить приманку или не схватить. И чем дольше приманка будет воздействовать на рыбу, тем выше вероятность схватки. Но самое интересное, что это срабатывает далеко не всегда. Очень часто бывает, что именно быстрая проводка работает лучше, чем медленная. Приведем один пример. Мы однажды ловили на озере джигом, и когда переезжали на лодке с места на место, то мы шли на веслах и забрасывали воблер и тянули дорожку. Так вот, когда мы передвигались на лодке под веслами медленно, поклевок щуки не было. А вдруг увидели, что начал гонять малька окунь, мы ускорили передвижение лодки, лодка пошла быстрее, и тут же на воблер пошли поклевки щуки. Это говорит о том, что быстрая скорость проводки зачастую провоцирует хищную рыбу к атаке. Тут можно привести пример еще с собакой. Очень часто, если, например, злая собака сидит, мимо проходит человек, то собака на него совершенно не реагирует. Но стоит человеку побежать, как собака тут же бросается вдогонку и пытается укусить его за ногу. Это срабатывает инстинкт. То есть любой убегающий объект для хищника интересен. По этой причине, если, например, рыболов ловит в ветреную погоду, в тот момент, когда щука сама активно передвигается по водоему в поисках корма, то более эффективно будет работать именно быстрая проводка. И наоборот, если солнечная погода, если щука стоит в засаде, то тут уже сработает более качественно именно медленная проводка, когда приманка находится долгое время в поле зрения хищника. Вопрос номер 10. На какой глубине лучше всего ловить щуку? Щука всегда привязана к большим стаям кормовой рыбы. Как правило, любая кормовая рыба имеет небольшие размеры и придерживается сравнительно небольших глубин. Если речь идет о ловле на водохранилищах, то чаще всего щука предпочитает горизонт от 1 до 6 метров глубины. А самой любимой глубиной стоянки щуки будет глубина 3-4 метра. На такой глубине даже крупная щука чувствует себя в относительной безопасности, ее не пугают проплывающие над ней лодки. И в то же время она может легко совершать набеги и на мелководье, и на чуть большую глубину, в зависимости от того, где сейчас находится кормовая рыба. На глубоких природных водоемах щуку можно встретить даже на глубинах 10-12 метров, и именно там ее эффективно ловить. Почему щука находится на такой глубине? Дело в том, что тут все зависит от кормовой рыбы. Если в данный момент на водоеме кормовая рыба располагается на глубине 12 метров, то рыболов, найдя стаю кормовой рыбы по эхолоту и даже не увидев рядом символы крупных рыб, то есть щук, он все равно должен обязательно обловить это место, потому что можно быть уверенным, что крупная щука где-то рядом. И именно на глубоких природных водоемах следует ориентироваться не по рельефу дна, а именно по кормовой рыбе. И именно на той глубине, на которой обнаружена кормовая рыба, и следует ловить крупную щуку. Вопрос номер 11. Какой способ ловли щуки более эффективен? Троллинг или джиг? Если сравнивать в лоб количество поклевок при ловле троллингом и при ловле джигом, то большее количество поклевок щуки будет все-таки у рыболова, который ловит джигом. Потому что при ловле джигом лодка перемещается, рыболов собирает активную рыбу, но, к сожалению, трофейные экземпляры попадаются гораздо реже, чем при троллинговой ловле. А при троллинговой ловле почему попадаются чаще именно трофейные экземпляры? Потому что щука очень любит шум. Замечено, что щука выходит и на шум воблера, и на шум мотора. И когда воблер идет с сильной вибрацией, он выманивает щуку с большого расстояния. В этом случае можно привести
очень интересный наглядный пример. Один наш знакомый поехал на речную Старицу ловить щуку. Это было лет 10 назад. И вот они плавали с отцом на лодке, на моторе, ловили троллингом. И Старица была настолько заросшая, что нельзя было отпускать воблер далеко от лодки. Воблер нашего приятеля был где-то в 5-7 метрах от мотора, а отец этого приятеля сидел на носу лодки, и его воблер работал прямо напротив мотора, прямо напротив борта лодки. То есть приятель, который сидел на моторе, он прямо видел играющий перед ним воблер. И самое интересное, что когда они плавали по этой Старице, больше щук словил его отец. И все поклевки эти он видел собственными глазами, приятель. Он сидел и говорит, я просто был удивлен. Воблер работает, щука вылетает, совершенно не боится мотора, хватает воблера. И на выходе больше щук поймал именно его отец. О чем говорит этот пример? О том, что щука совершенно не боится шума. Она на шум выходит, и, соответственно, сильная вибрация воблера при троллинговой ловле и позволяет ловить крупную щуку более эффективно, чем джиговая ловля. Вопрос номер 12. Как лучше ловить щуку на джиг? Щука – это рыба, которая может очень эффективно охотиться по всей толще воды. Она совершенно не привязана к дну, и по этой причине щуку можно ловить на силиконовые приманки, применяя высокую ступеньку. Стоит обратить внимание и на глаза щуки. Щука очень хорошо видит прямо перед собой и в верхней полусфере. По этой причине щука совершенно не любит, так как это любит судак, вертикальную составляющую на ступенчатой проводке. То есть щука интересуется силиконовой приманкой именно в момент горизонтального прохождения приманки. В этот момент щуке проще всего прицелиться. А в тот момент, когда приманка начинает падать вниз, щука совершенно не приспособлена для охоты со дна, потому что для того, чтобы схватить приманку на дне, ей придется наклоняться сильно вниз головой. Это ей неудобно. Гораздо лучше щуке, когда она стартует при атаке горизонтально или стартует снизу вверх. В этом случае происходит наибольшее количество поклевок. Ступенчатая проводка лучше всего выполняется в тот момент, когда груз-головка имеет вес где-то на 20-30% меньший, чем если бы мы в этом же месте ловили того же судака. Тяжелая головка при ловле щуки совершенно не нужна, потому что контролировать дно на ступенчатой проводке нам нужно лишь для того, чтобы не потерять это дно. А самое главное, что приманка должна двигаться максимально горизонтально. И для такой проводки лучше всего выполнять подтяжки удилищем. То есть проводка выполняется не путем вращения катушки, а именно путем подтяжек удилищем. Удилищем можно сделать очень длинную проводку, и для этой цели неэффективно применять короткие удилища. Удилище для ловли щуки на силиконовой приманке должно иметь длину не меньше, чем 2 метра 40 сантиметров. А еще лучше использовать удилище длиной 2 метра 70 сантиметров. Таким длинным удилищем можно очень качественно проводить силиконовую приманку и делать эффективное замедление проводки в самом конце. Очень часто именно смена скорости проводки действует на щуку и провоцирует ее к атаке. Вопрос номер 13. Можно ли успешно блеснить щуку зимой со льда? Ловить щук на искусственной приманке зимой очень интересно и в какие-то моменты даже эффективно. Если речь идет о первом льде, в тот момент, когда толщина льда не достигла еще 20 сантиметров, то на искусственной приманке, такие как ратлины, крупные балансиры, колеблющиеся блесны, щук ловить очень и очень эффективно. Мы даже считаем, что, используя искусственные приманки в первый лед, можно ловить щуку гораздо более эффективно, чем если применять ставки. По крайней мере, мы неоднократно облавливали в первый лед ставочников, причем облавливали их в 2-3 раза. Щука в первый лед очень активно передвигается и великолепно интересуется искусственными приманками. Но когда наступает глухозимье, почему-то она перестает интересоваться искусственными приманками. Мы опускали подледную видеокамеру, снимали, как играют искусственные приманки на разных глубинах, смотрели. И в эти моменты очень часто к игре наших приманок приходили щуки. Мы видели порядка 15 щук, которые в разное время приходили к нашим приманкам, смотрели на приманки, но ни одна из них даже не попыталась искусственную приманку укусить. Рыба посмотрела и пошла дальше, совершенно спокойно. Какие бы проводки мы ни пытались сделать, никакого интереса у рыбы
искусственные приманки не вызывали. Мы считаем, что это все-таки говорит о том, что в середине зимы обхитрить щуку и словить ее на искусственную приманку очень и очень сложно. И, конечно, щуки попадаются зимой и на балансиры, и на вертикальные блесны, и на ратлины. И попадаются и в середине зимы, и в конце зимы, но, к сожалению, целенаправленно, эффективно ловить щуку в середине зимы и в конце зимы на искусственные приманки, скорее всего, не получится. Ловить щуку спортивно и интересно. Эта рыба очень сильная. Кроме того, она вырастает до значительных размеров. Обитает щука практически во всех водоемах. Некоторое сожаление вызывает лишь тот факт, что отечественные рыболовы в большинстве своем все-таки изымают пойманных щук на съедение. А ведь чем больше коллег осознает полезность принципа «поймал, отпусти», тем больше трофейной щуки будет в наших водоемах. С вами была программа «Чертова дюжина» и мы ее ведущие Дмитрий Щербаков И Владимир Щербаков. До новых встреч в эфире.